Приветствую всех на моем канале, с вами Валентина Лыкина. В этом видео я покажу очередной способ укрепления донышка для сумочки. В том случае, если в вязании вы используете тонкую мягкую пряжу, которая не держит форму донышка. А также этот способ очень удачен в том случае, если у сумочки в дальнейшем не будет подкладки. В работе буду использовать полиэфирный шнур Карамель Baby. Толщина этой пряжи всего лишь 2 мм. Естественно, форму донышка не держит. Характеристика данной пряжи сейчас на вашем экране. Длина 200 метров и моточек 150 грамм. Цвет вафля, кому интересно. Крючок буду использовать номер 4. Все необходимые материалы вы можете приобрести на сайте производителя. А также, кроме этого, вам понадобится пластиковая канва. Самая обыкновенная для вышивания. Ее можно приобрести на маркетплейсах, а также в рукодельных магазинах вашего города. Пластиковая канва используется абсолютно любая. Можно даже использовать в данном случае и пластиковую дощечку. Про нее я уже рассказывала в отдельном мастер-классе по укреплению донышка. Загляните и в тот мастер-класс, вдруг вы найдете что-то для себя и там новенькое. Кроме этого, вам понадобятся еще маркеры. Ну и давайте приступим к укреплению донышка. Где приобрести материалы для вашего вязания, ссылку на сайт производителя я для вас оставила в описании под этим видео. Там же вы найдете промокод на 10% скидку. Для укрепления донышка таким способом необходимо подготовить их всего два абсолютно одинаковые. Одно донышко мы полностью завершаем, второе ниточку рабочую от клубка не обрезаем, а также оставляем вспомогательную нить здесь. Так как я вяжу овал и любое вязание у меня сопровождается вспомогательной нитью, каждый ряд закрывается с помощью нее, поэтому эта ниточка у меня здесь присутствует. Далее мы хорошо отпариваем каждое донышко, выравниваем все перекосы, вырезаем укрепляющий элемент чуть меньше, чем ваше донышко. Если вы сейчас обратите внимание, то вот эта вокруг кромочная косичка, она виднеется. Вот такого размера, чуть меньше. Нужно вырезать пластиковую канву. Затем мы переворачиваем одно донышко. Здесь у меня изнаночная сторона. Укладываю канву и сверху накрываю изнаночной стороной. Вот так. Второе донышко. Такой блинчик у нас получился. Теперь необходимо зафиксировать маркерами вот эти стенки между собой. Мы с этой стороны смотрим, где у нас проходит линия. Ищем с этой стороны такую же линию. Снизу вверх. Вот она, эта петелька. Итак, на каждом участке скалываем две эти детали. При этом пластиковая канва остается внутри, ее мы никак не фиксируем. Здесь делаем то же самое. Когда вы зафиксировали две эти детали между собой, обязательно проверьте каждый участок, чтобы у вас, если с этой стороны было, например, 5 петель, то и на второй детали в этом же промежутке у вас было тоже 5 петель. Проверьте каждый участок на каждой заготовке. Находите точку, где завершили вязать. Вспомогательную нить, вот этот хвостик, я в эту сторону откидываю, а рабочую направляю на палец. Ввожу крючок под верхнюю петлю, которая состоит из двух нитей. За эти точки мы будем провязывать столбики без накида. На этой заготовке подхватила петлю и на второй заготовке подхватываю такую же петлю. При этом проверяю, чтобы до маркера у меня было одинаковое количество петель. С этой стороны 2 петли и с другой стороны тоже 2 петли. Захватываю рабочую нить, протягиваю через петли основания, получила рабочую петлю.
Подхватываю рабочую нить и провязываю подъемный столбик. Переключаюсь на следующую петлю основания, ввожу крючок под верхнюю петлю, нахожу такую же петлю на противоположной детали, захватываю рабочую нить, протягиваю через петли основания, вытягивая эту петлю на высоту рабочей петли на крючке, подхватываю рабочую нить и провязываю через все петли на крючке. Таким образом я провязала сейчас столбик без накида. Двигаемся далее, вводим крючок под следующую петлю, на второй заготовке такую же подхватываем, захватываем рабочую нить, протягиваем ее, захватываем рабочую нить и провязываем очередной столбик без накида. Подхватываем петли там, где у меня зафиксирован маркер. Маркер я убираю. Далее вяжу столбики без накида на протяжении всей этой заготовки. При этом я не буду провязывать прибавки по принципу, как мы делаем в овале. Здесь будет просто обычное соединение. И вот такая деталь у вас получится. В данном случае ряд закрывается так же, как и вы закрывали в овале. Если вы, как и я, использовали вспомогательную нить, то на последнем столбике мы закрываем ряд следующим образом. Выводим крючок под первую петельку на первой заготовке и на второй. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем, отпускаем рабочую нить и переходим на вспомогательную. Захватываем ее и провязываем последний столбик, вытягивая петлю полностью. Теперь необходимо между последним и первым столбиком проложить вот эту верхнюю петлю. Для этого мы находим первый столбик и второй. Между ними верхняя петля. С изнанки на лицо вводим крючок вот таким образом между первым и вторым столбиком. Захватываем вспомогательную нить, протягиваем ее. И теперь необходимо вернуть в ту точку, откуда она вышла. Переворачиваем, находим, вот она вышла из этой точки. Соответственно, здесь мы подхватываем дужку, это задняя стенка от столбика, и направляем крючок в центр петли, откуда вышла эта нить. Вот так это все будет выглядеть. Подхватываем вспомогательную нить и протягиваем ее. Регулируем петлю до размера всех остальных. В том случае, если вы закрывали с помощью петли ряд, мы провязываем с помощью рабочей нити последний столбик, как обычно. Вытягиваем эту петлю, вынимаем крючок, вставляем его с изнанки на лицо в тот же участок между первым и вторым столбиком, подхватываем петлю и протягиваем. Ряд закрыт. Все зависит от того, что вы дальше будете вязать. Вот такое донышко получилось. Я надеюсь, этот прием пригодится вам при вязании ваших сумочек. Отмечайте меня в соцсетях, подписывайтесь на канал. Впереди еще ждет очень много интересного. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!